Вот эта витрина посвящена самой удивительной личности среди тех, кто вел миссионерскую проповедь в португальской Индии. Это испанец по происхождению Франсиско Хавьер, или известный нам больше в латинизированном его варианте по имени Франциск Ксаверий. Святой, канонизированный в 1622 году, это юноша, который был сподвижником и другом Игнатия Лойолы, одним из соучредителей ордена иезуитов, прекрасный пылкий проповедник, который очаровывал и умел найти общий язык и с представителями португальского двора, и в то же время с индийскими раджами и словцами жемчуга на Цейлоне. Он умел найти подход к каждому. И именно ему выпала миссия стать апостолом Индии. Римский папа назначил его своим викарием во всех землях, омываемых Индийским океаном. И в 1541 году по повелению короля Жана II он отправился проповедовать в Индию, в Гоа в первую очередь. И там настолько интенсивно работал, учреждая приходы, школы, проповедуя, занимаясь переводами катехизисов на местные наречия, что он лично обратил в христианство 33 деревни. А после его смерти было подсчитано, что около 300 тысяч человек приняли христианство благодаря его проповеди. На этой картине, написанной известным португальским художником Андре Рейнозу, изображена сцена того, как Франциск Ксаверий благословляет португальских солдат в Малаке перед битвой с китайскими пиратами, которые готовы атаковать эту португальскую крепость. Картина является частью цикла, написанного специально для того, чтобы украсить сакристию церкви Святого Роха. Эта церковь была главным центром иезуитов в Португалии и в Лиссабоне. И когда иезуиты заказывали этот цикл художнику, они предполагали, что эти картины станут образцом, потом с них будут писать новые и новые работы, издавать гравюры, и все это поспособствует скорейшей канонизации проповедника. Так оно и случилось. Он был канонизирован в 1622 году, и с тех пор его именуют святым Франциском Ксаверием. Ареал его деятельности был необыкновенно широк. Он проповедовал, основывал приходы, школы, художественные школы, занимался переводами катехизиса на различные местные индийские наречия и проповедовал в Гоа, на Цейлоне, в Малаке, на Малукских островах. Именно там ему пришла идея двинуться в Японию. Он встретил одного из японских христиан, они вместе перевели катехизис и отправились обращать двор японского микадо в Киото, но не преуспели. После чего Франциск решил начать свою проповедническую деятельность в Китае. И там, уже достигнув берегов Китая, близ Макао, он умер на маленьком, богом забытом острове. Его останки перевезли в Гоа и там торжественно захоронили. И со временем в церкви Доброго Иисуса в Гоа возвели очень масштабный саркофаг в память об святом. Вот здесь у нас представлена уменьшенная копия, великолепное произведение из горного хрусталя и серебряной филиграни, которую предоставил на выставку Государственный Эрмитаж. Это уменьшенная копия саркофага святого Франциска Ксаверия. Возможно, не безинтересно, что мрамор в Гоа для этой гробницы был отправлен из Флоренции. В дар святому принес этот мрамор великий герцог тосканский Козимо Медичи, и это еще одно свидетельство общеевропейской славы человека, которого часто называли вторым апостолом Павлом. Этот реликварий представляет скульптурный портрет святого Франциска Ксаверия, и происходит он из той же церкви Святого Роха в Лиссабоне. Реликварий содержит несколько фрагментов христианских реликвий, и их история также очень интересна. Их собрал и подарил этой церкви Хуан де Борха, представитель известной испанской семьи. Его отец был генералом ордена иезуитов и, кстати, освящал церковь Святого Роха. А Хуан де Борха был дипломатом, политиком, он был послом Филиппа II к имперскому двору, много путешествовал и повсеместно в Венгрии, в Чехии, в Риме собирал христианские реликвии. В 1587 году около 100 реликвий он подарил церкви Святого Роха.
не в последнюю очередь с намерением консолидировать святость и помочь Португалии и Испании, в то время они пребывали в составе единого государства, одержать победу над еретиками. В это время Филипп II готовил свой флот к походу на Англию, на протестантскую Англию, которую считали гнездом еретиков, и эти святыни должны были помочь испано-португальскому флоту. Как мы знаем, этот замысел не реализовался. Но памятью о нем остался этот бюст-реликварий, который в настоящее время стоит в церкви Святого Роха в капелле Девы Марии Святого Учения.